Ну что, друзья, позади 12-часовой перелет. Мы перелетели Тихий океан. Мы в Чили. Такие красивые горы сейчас были, просто невероятные. И слева, и справа. Самолет летел ниже заснеженных гор. Было очень красиво, но, к сожалению, мы сидели в центре, на центральном ряду. И не могли ничего заснять и нормально рассмотреть. Может быть, сейчас у нас будет следующий перелет, и мы всю эту красоту увидим. К сожалению, в Чили мы не остаемся. Не все члены нашей команды имеют безвизовый въезд в Чили, поэтому мы летим дальше. Примерно через 3 часа у нас следующий перелет. И следующее включение будет уже из другой страны. А тут что, нет пробников? Нет, они вон дают. Чили вот такая тема. Не получится. Ну что, друзья, для вас прошло несколько секунд, а мы уже в Перу. Город Лима. У нас пересадка последняя. Да, к сожалению, Сегодня. в Лиме мы тоже не остаемся, но мы, может, сюда еще вернемся, возможно. Вот, бежим на следующий самолет. Пересадка короткая. Должны успеть. И до встречи. Спуска. Да. Короче, в итоге зря бежали. Встали мы вот в такую очередь. До следующего рейса у нас осталось 2 часа. Есть вероятность, что мы не успеем. Короче, это... Если вы полетите через Перу, с пересадкой закладывайте, я не знаю, часа 4 точно. Если бы не определенная наглость, то мы бы точно опоздали. Мы прошли по линии для детей и для инвалидов, и только так получилось нас пройти. Доходим до таможенника, не до таможенников, до пограничников. И у них зависает система. Капец. До рейса остается полчаса. Точнее, не до рейса, до посадки. Это был просто ужас. Вот сейчас мы уже близко к выходу. Вроде бы успеваем. Ну что, завершился наш суточный перелет. Мы в городе Куско. Сила на исходе. Сейчас доберемся до отеля. Наверное, пробуем снять короткий рум-тур и спать. Все. Горячий душ еще. Ну, если будет горячая вода, то будет и горячий Мы душ. очень надеемся на это. Да. Даже поесть нет уже сил. Hello. Yes. Вот она наша, хорошая машина. В общем, рядом с нашим отелем какой-то праздник. Машина не может проехать. Тут что был салют. Я не знаю, видно во мне, там что-то происходит. Водитель ведет нас в гостиницу. Просто на улице просто хаос какой-то. Я так понимаю, что это католическое. Да? И это просто трэш какой-то. Это что за люди? Может, все-таки это нас встречают? Я в шоке. Hello, thank you, goodbye. О, и мы не одни. Рум-тур в наш номер. Называется Супер Люкс.
Вот водичка у нас есть. В номере нет ни отопления, ни кондиционера. В дубах жуткий. Вот такая душевая. Ну, как бы все просто. И он два больших одеяла. На входе в отель, Наверное, из альпаки. на входе в отель, точнее не в отель, а в холле отеля стоит огромный баллон с кислородом. Для тех, кому, видимо, станет плохо. А вот это как бы очень сильно ощущается. Меня прям даже сейчас ведет. Я не знаю, то ли от усталости общей, то ли все вместе. Ну, в общем, вот такое вот. Маленькое дополнение об этом городе. Он находится на высоте 3500 метров над уровнем моря. Вначале прилетели, как бы вообще ничего не ощущалось. А сейчас прям чувствуется вот это вот. Окружение. Да, это бац, так и повело так в сторону. Тут, видимо, нехватка кислорода ощущается. Нужна акклиматизация. Еще, друзья, доброе утро. Да, мы проснулись. Ой, ночь была просто какая-то ужасная. Горная болезнь на нас начала на нас действовать. Если верить часам Garmin, содержание кислорода падало до 84%. Сейчас где-то 86, 87, 85. В общем, баллон с кислородом здесь не зря стоит. Не знаю, когда это нормализуется. Состояние ужасное. Вид ужасный в номере. Просто холодно, ногу не вытащишь из-под одеяла. Короче, идем на завтрак. Посмотрим, что с чем надо кормить. Но сил нет ни на что вообще. Вот такой вот у нас скудный завтрак. Есть еще ветчина и колбаски, но нам ее нельзя. Также в отеле можно в любое время попить чай мате. Я понял, из листьев коки, который помогает от горной болезни. Вот так наш отель выглядит днем. А вот вчерашняя площадь, где проходили гуляния. Вдалеке горы. То есть еще выше можно подняться. Вот, лимоны. Обстановка вообще какая-то максимально странная. Oh, no, thank you. Y español e inglés, amigo. Какой собор красивый. Вышли, носите себе теплую одежду, шапки. Можно пончо вот такое взять, Кать. Да. Куда его только потом? И тепло, и весело, да. Рядом с нами рынок. Ну, в общем, есть все. Фрукты, одежда. Вопрос только непонятен с валютой. Надо, наверное, валюту поменять на местную. Да? По всей видимости, центральная площадь узко. Ой, какие домики с балконами, да? Ну, тут кафешечки всякие. В центре установлен памятник конкистадору. А что за флаг ЛГБТ? Что он означает? Что в Перу совсем другой флаг. Соборы, храмы. Вот смотри, наверху статуя. Да. А это вот сейчас люди, которые рекламируют эти туры, там у них фотографии с этой статуи.
Вообще город Куско в прошлом был столицей древней империи инков. И в данный момент внесен в список ЮНЕСКО. А, так это не конкистадор, это индеец. Давайте. Вот так выглядит торговый центр. Нашли местный салон связи, чтобы купить сим-карту. Так как планируем задержаться здесь недели на 2, у Саши взяли отпечаток пальца. Вот, по стоимости где-то 50 солей за Ну, посчитали, это примерно на 45 гигабайт. 15 долларов, да? Да, где-то выходит 15 долларов. Ну, посмотрим, хватит нам на 2 недели, либо нет. Ну, вот такой у них ассортимент телефонов. Кстати, кислород увеличился. Скажи. Айфонами здесь и не пахнет. Это все, что есть. Redmi и Honor. Вот, а еще мы немножко прогулялись, получается, и у нас хотя бы увеличился уровень кислорода. Да? Изначально мы чувствовали себя очень плохо. Просто рай сахарного тростника. Покупаем голубику. 1 килограмм на наши деньги, ну, наверное, рублей 800 стоит. О, видите, какая красота? Кать, мы возьмем? Не. Не хочешь сочечку купить? Вот мы были на ряду, где продавали свежевыжатые соки. Саша сейчас пробует, как на вкус. Очень вкусно. Очень вкусно, говорит, Как пюре. как пюре густое, без сахара, без воды. Мясо посмотрим. Фрукты здесь просто обалденные. Ну, по крайней мере, выглядят так. Это какая-то, видимо, забастовка против несправедливости. Куско. Видели, какие мы теперь красивые? Модные. Тепленько, все сделано из альпаки. Ушки закрыты. Тепло. Уже даже жарко. Вышли погулять. Акклиматизация пока не прошла. Уже полегче. Ну, полегче, но иногда как-то накатывает временами. И начинает и подташнивать, и голова начинает кружиться. У нас проблема, мы теперь не можем выбрать тур на Мачу-Пикчу. Как оказалось, нужно заранее покупать. Очень заранее, да, за несколько месяцев нужно Да. покупать. Сейчас выбор ограниченный, а на нас опять же накладывает там определенные обязательства. Наше мероприятие послезавтрашнее. После него нежелательно физические нагрузки, поэтому мы на распутье, не знаем, что выбрать. Ну, вы все увидите, какой выбор мы сделали. Какое небо красивое, да? И вон там красиво. А вот в этом храме мы были. Вот так вот развлекаются местные дети. Мне кажется, тут не только местные.
Зашли с Сашей в местный ресторан. Вот такая вот альпака у Саши, стейк. Медиум подается с салатиком, очень аппетитно выглядит. Да, и пасту он взял. А я заказала себе вот такой вот салатик. Порции довольно-таки большие. Будем пробовать. Слушай, мне кажется, или там вдалеке флаг России развивается? Нет? А? Как будто бы Что там? Да забастовка. Не знаю, за что борется эта женщина, но у нее в руках флаг России. Непонятно. Доброе утро. Сегодня 21 день нашего кругосветного путешествия. Идем по центру Куско. Погода хорошая, но состояние пока нестабильное. Все равно какое-то ощущение есть. Ночью было очень плохо. Но мне было вчера очень плохо. Кате сегодня ночью очень плохо. Вот, Сильная головная боль, тошнота, головокружение какое-то, очень сильная слабость. Пока адаптации нет. Сегодня у нас такой более-менее спокойный день. Мы пешочком пройдемся по Куско, посетим несколько достопримечательностей. Вот, покажем все, что увидим. Вот, ну а завтра у нас то важное мероприятие, ради которого мы в первую очередь сюда приехали. Вот. Называется процедура, как называется? Айаваска. Айаваска. Ну, знания наши такие поверхностные об этом мероприятии. А в целом достаточно известная процедура. Я даже не знаю, как описать. Что Это это? употребление какого-то растения. Это смесь каких-то растений, отвар из этих растений, В России которые... он вообще запрещенный. Да, в России запрещено это, и их даже сайты блокируют, в которых это все размещается. Вот. С этим связана наша как бы и диета, отказ от всяких непотребств, алкоголя и так далее. Вот. Завтра в 9 утра нас забирают из центра Куско, и мы уезжаем туда на 3 дня. 2 ночи, 3 дня. Вот. У нас будет 3-дневный ретрит. 2 процедуры именно приема айаваски. Это будет 4-я, 5-я вечером. Или 3-я, 4-я, подожди. Какие это у нас числа выходят? Числа? Сейчас. Нас забирают 2-го. Значит, 2-го и 3-го. 2-й и 3-й, да. Наверное. Идет прием самой айаваски. Да, 4-го нас мы возвращают. там приходим в себя, и нас возвращают обратно в Куско. Да. Ну, скорее всего, интереснее будет делиться уже по факту своими ощущениями и впечатлениями. Ну, пока все, что знали, рассказали. Вот. Так что примерно так. Еще один храм, который расположен в Куско. Храм Испанской империи. Сейчас попробуем зайти вовнутрь, посмотреть, как это выглядит. А для чего это? Yes. All flowers. All flowers. Вот предлагают All flowers. конфеты из коки. Yes. One moment, we going back. Okay. Катя, Я не видела. It's a baby alpaca. Они сейчас деньги за все возьмут. в общем, конфетки из коки и маленькие альпаки. Все возле храма Божьего, все рядом. В общем, если верить официальным источникам, на этом месте находился древний храм инков.
пол и фундамент которого были изготовлены из золота. Ну, впоследствии храм был разрушен, и на его месте испанцы построили вот это сооружение. Ну, понимаю, наверное, религиозное какое-то сооружение. Христианское, католическое. Вот как раз остатки именно древнего храма инков. Да, обратите внимание, как подогнаны камни один к одному. Храм, по-моему, 15 века. Просто, да, невероятно. Вон какие-то остатки росписи. Знак, что съемка запрещена. Но, по-моему, все снимают, значит, и мы снимаем. Это уже современная роспись. Вот здесь прям наглядно видно, где кладка инков, а где делали испанцы. Вот внизу фундамент оставшийся. Ну, действительно, там нож некуда всунуть. И вот сверху такое, ну, по сравнению с этим тяп-ляп. Вот дальше опять стена, видно кусочек инков. Дальше вот тоже. А вот испанское такое. С широченными швами. Макет как выглядело это ранее. Это макет современного испанского уже сооружения. Машина тоже, по-моему, времен инков. Ну или, по крайней мере, испанцев. Эти конфетки из листьев коки, они как бы тут везде продаются. Но, так понимаю, они никакого отношения к наркотическим веществам не имеют. Да, они направлены на то, чтобы снимать вот эти вот ощущения тошноты. Но чай, да, чай как раз он для этого используется. Ну, мне по вкусу он как-то не очень нравится, я его не пью. Еще очень интересно поразмышлять, почему инки, которые владели практически всем континентом, для своей столицы выбрали именно это место. На высоте 3500 метров над уровнем моря. Как бы не самая благоприятная атмосфера, отсутствие кислорода и так далее, но все-таки они выбрали именно это место. Вот шли, и вот какая-то тоже интересная стена, тоже явно древняя. Слушай, а вот это что за храм? Это не на площади, который стоит? А, по этой улице пройдем. Ну, конечно, поражаемся. Как они это могли делать, если у них не было металлических инструментов? То есть они камни обтачивали камнями. Ну это просто капец. Будешь травку? Такая мягкая. Ух ты! На травке. Как барашка. Вот он, вот он. Вот он, какая морда. Они не плюются? Что ты там говорит? Что такое? Ну, Будешь на ютубе. звезда. Кстати, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Самое время. Еще одна. Так, коричневая. Можно погладить? Можно. Можно? Чем ламы отличаются от альпак? Не знаю. Может, это все-таки лама? Какая красота!
Así saludan sus hijos al glorioso Señor Nacional de Ciencia. Ой, погодка сегодня великолепная. Жара градусов 20, да? Да, на солнышке прям очень открывается, Ладно. хорошо. Ветра нет. Мы прям греемся, ходим. Знаете, как интересно, нарезанные ананасы продают прямо со строительной тележки. Наверное, вкусные. Решили, как вчера, купить свежевыжатого сока. Хотим попробовать клубнику и ананас. Сделать микс. Добрались мы до одной небольшой достопримечательности. Это акведук. Если честно, я не знаю, кем он построен. Но, по-моему, это все-таки колониальная какая-то вещь. Против солнца плохо видно. Стоит очередь, чтобы сфотографироваться. Мы туда не пойдем. Друзья, чтобы было наглядно, потому что на видео не передает размер. Вот стала Катя рядом. И вот такого размера глыбы. Сейчас я в тенечек зайду. Вот такого. И вот так вот они подогнаны друг к другу. Непонятно, как они их подгоняли так. И непонятно, чем они это делали. Ну, размеры действительно просто поражают. Если попробовать в еще один ресторан перуанской кухни. Ой, запах приятный. О, ну, красивые места заняты. Первое блюдо — перуанская кукуруза с жареным сыром. Вы видели такую огромную кукурузу? Вот такой вот видите. Вот такой. Вот он. Ну что, мы покушали. Заведение за нашей спиной. Да, вот Такие. на таком балкончике мы сидели. Порции очень большие. Даже я, вот мы заказали 3 блюда. Вот кукуруза с сыром была лишняя абсолютно. И свою пасту я не доел. Порции действительно очень большие. Я доела, потому что ну, как бы, жалко было рыбку оставлять. Очень вкусно, действительно, но много. По цене я даже не знаю, сколько. 1004, наверное, да? Нет, даже меньше. Наверное, 1003 Ну да, в рублях. Но это с учетом того, что... Да, у 2 меня натуральных было, больших да, сока. и 2 сока. И у меня 3 была блюда. Рыба, прям, ну, очень много форели. да. Севиче состоит просто из одной рыбы практически. Только что прикрыто сверху чипсами. Так что так. Идем домой, объелись. Пока мы гуляли, здесь открыли выставку ретро-автомобилей на главной площади. Выходной день, люди гуляют. Около Мустанг. 1, 2. Вообще шикарный. Это вообще что-то на спортивном. Ну, это просто мечта, какой-то автодом от Volkswagen.